Если вам нравится тематика супергероики, но не такая, как в Марвеле, а такая, например, как в «Пацанах» или в «Мстителях» Брэндона Сандерсона, а еще если вам нравятся фильмы типа «Эффект бабочки» или «Грань будущего» с Томом Крузом, то сегодня вам обязательно надо досмотреть до конца. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите Geekmedia. На столе у меня сегодня «Эффект бабочки. Alter Ego». И это первая игра новой серии, которая будет называться «Эффект бабочки». А Alter Ego она потому что рассказывает историю человека, у которого есть тайная личность, и она супергерой, а вернее суперзлодей. И это сюжетная игра, в которую можно играть одному. Изначально она все-таки, наверное, построена больше на игру соло. Но, тем не менее, проходить ее с друзьями будет гораздо интереснее и веселее, выбирать различные ветки направления вашего сюжета, возвращаться обратно в прошлое, в тот день, когда все началось. И я постараюсь сегодняшний обзор сделать без спойлеров. Я покажу вам только те первые карты, которые вы сможете вскрыть, как только вы начали игру. То есть вы сможете посмотреть на них прямо сейчас. И расскажу вам завязку истории, которую вы читаете в предисловии. Также немножко объясню, как все происходит в игре, и расскажу вам, чего, в принципе, от нее ожидать. И, может быть, только в самом конце я дам вам небольшой спойлер, который для меня эту игру сделал гораздо интереснее. Итак, давайте разбираться, как играть в Alter Ego. А история нашей игры достаточно простая, и она рассказывается прямо вот в первом комиксе, вот здесь вот, на вот этом разворотике. Рассказывает эта история следующее. Вы находитесь в 2042 году в альтернативном мире, в котором достаточно много людей со сверхспособностями, так называемых суперов. И вот в какой-то момент сенатор Дональд Л. Джонсон от демократов решил, что надо их всех забанить. Суперсилы запретили, героев начали сажать в тюрьму, и это не самое лучшее время стало для тех, у кого есть специальные возможности и специальные способности. Вы же по-настоящему Уильям Браун, и вы будете играть эту игру именно от его имени, даже если вы играете группой. Все вы будете управлять и принимать решения за Уильяма Брауна. И вы третьесортный, плохенький суперзлодей. Вас зовут Электроп, вернее Электроп 2, потому что Электроп 1 недавно скончался, и вы как раз с его тела забрали себе суперперчатки, которые сделали вас Электропом, ну, по факту, вторым. Во всех этих перипетиях, которые сейчас происходят с суперами, вы присоединились к группе суперзлодеев, которая называется Братство Зла. Так вот прям простенько. Да, в игре достаточно много юмора, и он не ограничивается тем, что Братство Зла называется Братством Зла. Здесь много приколов, интересных моментов и неожиданных поворотов, которые заставят вас улыбнуться. И, в принципе, игра сделана в комиксоидном стиле таком. То есть любые действия, которые вы будете делать, и все, что с вами будет происходить, будет сопровождаться специальными картинками. Здесь тоже все в стиле комиксов сделано, да и, как вы понимаете, сама вводная часть построена в виде комикса. Так вот, ваше Братство Зла решило, что пора со всем этим покончить, и надо спасти всех суперов, будь то герои или злодеи, несмотря на то, что мы сами злодеи, из тюрьмы этого мистера Джонсона, Дональда. И вот в день X обозначенный, ваш товарищ, который имеет возможность делать пространственные дыры, то есть порталы, телепортирует вас всех в тюрьму в эту. Там вас встречают солдаты, начинают по вам палить, и вы видите, что на вас выходят супергерои. Вы думаете, вот оно наше подкрепление, сейчас они вместе с нами всех остальных спасут. Но они бросаются на вас. Причем супергерои обычно это такие апологеты доблести, смелости и моральных качеств. Эти же начинают месить вас в мясо просто. И все заканчивается тем, что к вам подлетает ультрачеловек. Это самый мощный герой Земли на данный момент. И вот таким вот движением сносит вам голову. А далее вам говорят, откройте вот эти карточки. И вы открываете эти карточки, и здесь идет предисловие к вашей первой эре. Здесь сказано, что вы просыпаетесь в день, когда все только планируется, и на следующий день вам нужно будет идти в атаку на тюрьму. И вас удивляет то, что никто, кроме вас, этого не понимает. Вы вспоминаете, что у вас была мигрень в тот момент, когда вы пошли в атаку, а раньше у вас их никогда не было. Может быть, это что-то странное, может быть, что-то происходит непонятное. Но вы понимаете, что нужно с этим что-то делать, и всех предупредить, возможно, или, возможно, спасать свою шкуру, потому что вы, так себе злодейчик. Причем изначально, в самом начале игры, вам дадут выбор между двумя качествами вашего героя. Вы сможете выбрать либо карту, при которой вы трусливый, но очень общительный супергерой, либо где вы одиночка, но при этом очень смелый и бравый. И в зависимости от того, какое качество вы себе выберете, у вас будут некоторые развилки сюжета или некоторые возможности дополнительные в игре. Вообще, игра играет следующим образом. Вы вскрываете в начале каждой эры все карты, которые вам доступны. Вот это, например, нам недоступно, потому что у нас нет хэштега PRO и нет хэштега 1988. Поэтому мы вскрываем все доступные карты. Изучаем каждую из них.
То есть вот, например, у нас есть возможность изучить оружейную. Блин, ну конечно же мы суперзлодеи. Залезть в оружейную, где наверняка целая куча различных предметов, которые могут приносить смерть и доставлять боль, было бы классно. Альтернативно, мы могли бы сбежать. Чё бы нет, неплохой выбор, особенно если мы трусливый супергерой. Также у нас есть возможность познакомиться ближе с нашей группой, поиграть с ними на столочке и, может быть, с ними подружиться поближе. Мы можем пойти потренироваться с аналогом черного нуара этого мира. Вообще, в принципе, здесь достаточно много отсылочек, пасхалочек и аналогов. Или, соответственно, пойти и попробовать рассказать нашему самому главному злодею, доктору Зло, что его ждет в будущем. Но мне, честно говоря, кажется, что он нам не поверит. Также каждая карточка говорит вам, сколько у вас будет действий в этой эре. И вы, тратя эти жетончики, выполняете различные действия. Как только у вас жетончики закончились, вы переходите в следующую эру. А действия вы делаете следующим образом. У вас, например, вот это вот действие безальтернативное, и вы в любом случае отправитесь почитать вот в этой книжечке текстик номер 2. И узнаете, что получится из этого. Вот здесь, например, у вас, если бы у вас был хэштег вот такой, вы могли бы использовать вот этот код, а если нет никакого хэштега, можете пойти сюда. И узнаете, что будет, если вы ничего не знаете про оружейное. Здесь, соответственно, нужно было бросить кубик. То есть вы пришли туда, и вам нужен хэштег PRO, или бросить кубик на кубике 3+. Бросили 3+, не бросили 3+. Прочитали вот это, с вами случилось одно, прочитали... Вы бросили 3+, случилось другое. Некоторые карты будут требовать от вас определенных знаний или предметов. И это огромная колода карт. В ней есть карты красного цвета и карты синего цвета. Карты красного цвета — это карты ваших знаний. Карты синего цвета — это карты предметов, которые вы где-то надыбали, нарыли, получили. И к этому моменту мы еще вернемся немножко позже. Так вот, каждый раз, когда вы совершаете какое-то действие, один из ваших показателей, параметров может меняться, а может быть поменяются несколько из них. Интерес правительства в вас, поскольку Дональд Джонсон очень хочет замочить всех суперов и посадить их в тюрьму, например, он очень тщательно следит за ними, и вы будете двигать вот этот вот показатель либо вправо, либо влево, в зависимости от того, насколько вы насолили правительству. У вас есть показатель известности в супергеройских кругах, и, соответственно, если вы ведете себя абсолютно непримечательно, то у вас этот показатель будет падать, а если вы совершаете всякие супергеройские или суперзлодейские дела, то он будет повышаться. И, соответственно, ваше эго — это как вы себя цените. Интересно то, что, как вы видите, над каждым из этих текстиков есть два символа. Первый символ — это прочитать какой-то абзац, а второй символ — это смерть. Так вот, уход в критическую массу каждого из этих параметров приведет вас к смерти от того, что вы, соответственно, добились. Ну, то есть логично предположить, что если вы добились максимального внимания правительства, на вас объявили охоту. А если, например, вы, не знаю, там, это чисто для примера, если, например, у вас эго сошло на 0, то, возможно, вы сами собой что-нибудь плохое сделали, что-нибудь такое. Важно то, что каждый раз, когда вы доходите до критической массы, она будет закрываться, и потом вы сможете возвращаться обратно. Но, что же это значит? Каждый раз, когда вы доходите до этого жетона, или каждый раз, когда вам игра говорит «вы умерли», а игра будет говорить вам это часто, вы сворачиваете все, что было, и открываете снова первый день. За исключением одного момента. Все красные карты знаний, которые вы получили, остаются с вами, потому что вы помните, что было с вами в будущем. А вот все синие карты — это предметы, к сожалению, вернувшись во время назад, вы их себе не возьмете. Поэтому, если вы получили какой-то предмет, вы уже помните, где его получать, и сможете спокойно туда прийти, получить его по новой и дальше продолжить свой путь. И даже смерти через вот этот вот трек приводит вас к новым знаниям, которые могут быть очень полезными. А эти знания могут быть следующими. Они могут давать вам бонусы на проверки, они могут давать вам определенные навыки и знания, которые помогут вам что-то новое в игре открывать. То есть, например, как вы понимаете, вот это вот два каких-то знания, которые вам нужны для того, чтобы открыть эту карту. И в следующий раз, когда вас открутит во времени назад, вы, соответственно, вернетесь уже с этой картой открытой и узнаете, что в ней было бы и что можно было бы сделать. При этом интересный момент в том, что за один забег, так называемый, эту игру, конечно же, не пройти. В ней очень много интересных мест, которые хотелось бы изучить, даже если вы хотите просто целенаправленно пробежать ее до конца. Вас все время будет что-то отвлекать, что-то интересное будет происходить, будут различные события, другие персонажи, будут секреты, пасхалки, и вы будете стараться сделать так, чтобы посмотреть в ней все. И делать вы это будете до тех пор, пока у вас лежит такой жетончик. Это жетон, который говорит вам, что вы можете возвращаться во времени сколько угодно раз назад, как только вас убивают. Но, как вы понимаете, раз есть такой жетончик, значит его когда-то могут и отобрать. Или нет. Все зависит от ваших действий в игре. А теперь давайте разберемся с названием игры. Она называется «Эффект бабочки».
И, как вы знаете, если бабочка взмахнула где-то крылышками, то сами понимаете что. Так вот, эффект бабочки она потому, что некоторые карты будут закрывать вам проход в ту или иную возможность в будущем. Или, наоборот, открывать проход в ту или иную возможность в будущем. И дальше, как по такому дереву, которое разветвляется веточками в разные стороны, вы будете идти по сюжету к одной из 7 его концовок. При этом я бы даже сказал так, что в каждой из этих концовок еще есть разный вариант того, как вы к ней придете, и тому, какое решение в конце примете. Поэтому игра достаточно разная, и прикольно то, что она дает вам специально наклеечки, которые вы клеите вот в такие вот места на коробке. И у нас уже наклеено 4 штуки, то есть я уже 4 раза прошел эту игру к тому моменту, когда я снимаю этот обзор. Я посмотрел в ней много, но далеко не все. Некоторые карты, даже вот из этих больших, я не видел еще ни разу. И этим игра очень удивляет, подкупает и обещает быть интересной. Это первая часть названия, которая называется «Эффект бабочки». Вторая часть названия называется Alter Ego. И вот сейчас будет спойлер небольшой по игре, но я думаю, что вам будет интересно его послушать, потому что я вам сюжет не проспойлерю максимально, но, по крайней мере, дам зацепку. Каждый супергерой или суперзлодей обладает своей второй личностью не героической, то есть простого гражданского человека, который живет свою жизнь. В этой игре вы сможете в том числе заняться и гражданской жизнью, и дальше идти по сюжету, и он будет разветвляться также, и даст вам также не менее интересные концовки. Это игра про то, как побыть героем комикса, побыть супергероем, причем в достаточно непростой обстановке, когда весь мир практически против вас. Но, блин, какие же в ней крутые концовки и какие же крутые развилки в ней есть. Вот мы, когда играли третий раз игру, мы открыли карту, которая позволила нам вообще по-другому посмотреть на историю и понять, что в ней происходило. Пройдя игру один раз, вы не узнаете всей истории. Вы, конечно, может быть, догадаетесь о том, как все это происходило, но когда вы будете смотреть по другим веткам линиям и сможете увидеть ее всю за несколько прохождений, вы поймете, насколько это обширная и классно написанная история. Игра с очень простой механикой, правила на пару страничек, но при этом игра дает не один вечер классного времяпрепровождения с вашими друзьями, и при этом вы можете пользоваться знаниями, которые получили себе в предыдущей партии, ну не картами знаний, а именно знанием, что, например, ага, я ходил туда, а там негодяй, он пытается меня убить, типа из серии. И пользоваться ими в следующих партиях для того, чтобы туда, например, не ходить и не тратить лишнее время. С другой стороны, возможно, вы можете прийти к этому негодяю с каким-то предметом или с каким-то знанием, и ваша жизнь повернется абсолютно по-другому. Даже в четвертую партию, которую я играл, которая была буквально вот вчера, перед тем, как я снимал этот обзор, мы решили пойти абсолютно по другой ветке и попробовать абсолютно новое что-то в игре. И, блин, там были такие повороты, что мне очень хотелось бы вам их рассказать, но я побоюсь, что испорчу вам впечатление от прохождения игры и получения удовольствия от ней самой. Оформлена игра классно, в стиле комиксов. Правила, как я уже сказал, очень простые. Дает неоднократную возможность прохождения, которые не свойственны для игр такого формата. То есть обычно вы проходите игру, потом посмотрели тройку-четверку карточек и других концовок, как это происходит, и в принципе на этом довольны. Здесь же интересно каждый раз идти новым путем, несмотря на то, что мы дошли уже, например, до третьей эры. Там что-то сделали и опять умерли. А умереть здесь можно абсолютно разными способами. Мы опять переходим к первому дню, у нас остались знания, и мы идем, может, даже по другому пути пойдем к этой третьей главе. Еще интересный момент в том, что, как видите, у меня колода первой главы, то есть первой эры, одна. Колода второй эры одна. Колода третьей эры одна. А колода четвертой эры и колода пятой эры, их две. И это абсолютно разные, большие, прям крупные развилки историй. То есть, если, например, вы посмотрите в эру 3, то у вас некоторые карты откроются только при определенных условиях, и вы их с первого прохождения не увидите. Вот их 3 карты из 6 по факту. Вы их сразу не увидите. Вам нужно будет делать что-то, чтобы это увидеть. Иногда вам нужно будет побывать в будущем, чтобы узнать что-то, что поможет вам в прошлом. Это круто. А вот те, прям вам нужно будет выходить на них, и мы очень долго старались выйти на одну из этих веток карт, и у нас в одном из прохождений получилось, это было очень, очень интересно. Так что, хотите классную нарративную игру, которая не потребует от вас много чтения текста, много чтения правил, и при этом позволит вам посидеть вечерком спокойненько в хорошей приятной компании, расслабляться и вместе выбрать путь своей истории, то Alter Ego в серии «Эффект бабочки» — это вариант для вас. Я надеюсь, я не очень много проспорил его сегодня. Надеюсь, что вам стало понятно, по крайней мере, что это за игра. И это все на сегодня. С вами был Юра. Вы смотрели Geek Media. Всем пока.